Всем привет, всем ассаламу алейкум. Сегодня у меня новая рубрика на канале. Я хочу попробовать зачитывать вам новости, которые публикуются в России про Казахстан. Возможно, эти новости вы знаете, возможно, они уже старые, но я буду зачитывать и комментировать так, как я это вижу. Это что-то новое. Опять же, это мой эксперимент. Надеюсь, что YouTube меня не заблокирует, и мои алгоритмы не упадут еще ниже плинтуса. И так падать уже некуда. Ну, начну зачитывать новости про Казахстан из пабликов в России. Первая новость, которая облетела весь мир: в Казахстане отменили все привилегии бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву. Ребят, новости читаю с планшета, так что глаза мои будут скакать. Отмечается, что депутаты обеих палат парламента проголосовали за признание вышеуказанного документа утратившим силу единогласно. Накануне стало известно, что Назарбаева лишили статуса почетного сенатора. Вообще, политические новости, все, что связано с политикой, я стараюсь не обсуждать на своем канале, но сегодня эксперимент провожу, поэтому все мои условности я решил отодвинуть куда-нибудь в дальний уголок. Я редко читаю новостную ленту в последнее время, но изменения, которые грядут в Казахстане, на мой взгляд, они позитивные. Опять же, я не политолог, я не экономист и не человек, который во всем этом шарит. Но просто глазами обычного человека из народа скажу, что мне нравятся такие законы. Не может вечно власть держаться в руках одного человека, тем более, когда он уже не президент, а экс-президент. Опять же, это, на мой взгляд, будут много дебатов на эту тему, но я высказал свое личное мнение. Представляю сейчас себя ведущим новостных каналов. Азербайджан и Казахстан. Сотрудничество как инструмент достижения новых горизонтов. Сотрудничество между этими двумя странами последние 30 лет можно охарактеризовать как яркий пример отношений, построенных на взаимном доверии и уважении. Казахстан продемонстрировал свою поддержку в критический период независимости Азербайджана. Обе страны решали двусторонние вопросы в прозрачной форме. Это вопросы о правовом статусе Каспийского моря и позиции Азербайджана по ряду других важных для Казахстана вопросов. Я ни разу в своей жизни не был в Азербайджане, но уже пожил в Казахстане. Хочется, чтобы страна развивалась, шла в ногу со временем, и надеюсь, у нее все получится. Почему в Казахстане дорожают продукты и что с этим делают власти? Цены в Казахстане за прошлый год взлетели на 20%. Это не я придумываю, это написано в новостях. Продовольственные товары подорожали в среднем на 25,5%. Рекордсменом среди продуктов питания стали сахар, курага, которые подскочили на 65%. Затем огурцы 47%. За огурцами бананы, мука, спагетти, вермишель и концентрированное молоко на 43%. По данным Казстата, более чем на 40% за прошлый год подорожали 15 видов продуктов. 12 января, совсем недавно, председатель комитета по аграрным вопросам сенатор Али Бектаев заявил о проблемах с развитием тепличного производства. По его словам, стоимость электроэнергии, которую казахстанские агропроизводители используют для теплиц, в несколько раз выше, чем в Узбекистане и Туркменистане. По словам сенатора, необходимо также предусмотреть дополнительные виды господдержки тепличного производства. На днях я выложил видео на своем канале, где я обсуждаю цены в России, как они поднялись у нас здесь с Нового года и как они дальше будут расти, с учетом того, что уровень заработной платы стоит на месте, а если и растет, то на самый маленький процент, который практически вообще ни на что не влияет. Я понимаю прекрасно, когда дорожают продукты, люди начинают больше экономить, отказывают себе во многом, перестают употреблять пищу, к которой они привыкли. Людям, которые находятся на соцподдержке, очень сложно. Да и вообще питаться нужно нормальными продуктами. А когда ты пытаешься выжить, тебе наплевать вообще, из чего состоит колбаса или сосиски. Знаю по себе, я раньше питался ужасными продуктами, потому что они стоили копейки. Сейчас же это все продолжается. Я надеюсь, что все-таки рано или поздно все страны мира будут жить нормально. Черт! Куда можно полететь из Казахстана? Международные полеты осуществляются в 29 стран по 109 маршрутам с частотой 479 рейсов в неделю. По информации Комитета гражданской авиации, наибольшее количество рейсов выполняется в Турцию, Россию, ОАЭ, Узбекистан и Египет. В Турцию 80 рейсов в неделю, в ОАЭ выполняется 60 рейсов в неделю. Между Казахстаном и Россией 141 рейс в неделю, господи. Туристы могут улететь из Казахстана в Египет 22 рейсами в неделю.
Также можно попасть в Германию, Таиланд, Грузия, Азербайджан, Индия, Кувейт, Китай, Беларусь, Италия, Польша, Сейшелы и другие. А также есть небольшое напоминание, что Казахстан продлил режим открытого неба на 5 лет и расширил географию полетов. Блин, это круто. Я жду не дождусь, когда Россия наконец-то тоже откроет небо, и ей откроют небо, и мы будем летать по миру и путешествовать так же, как и раньше. Очень классно, что из Казахстана можно улететь в эти все страны, которые я описал. Вообще, ребят, любите ли вы путешествовать? На мой взгляд, если бы я был бы гражданином Казахстана, и если бы, конечно, у меня был бы папа олигарх, или я зарабатывал кучу денег на IT, я бы путешествовал каждый месяц. Но я понимаю, что многие люди даже не имеют загранпаспорта, не говоря уже о том, куда слетать. Это грустно звучит, но думаю, в будущем все же многие люди задумываются о том, как посетить другие страны, познакомиться с культурой, познакомиться с законами, архитектурой других народов. Это было бы достойное развитие своего мировоззрения на другие нации в мире. О, как я сказал, интересно. Ну а теперь еще одна тема, в которой я полный ноль. Что нужно знать о легализации авто в Казахстане? Я не вожу машину, у меня нет прав, и я даже не представляю, если я сяду за руль, то первый же стол будет моим. А еще я поражаюсь людям, которые могут парковаться, когда вот здесь машина стоит, и тебе надо в середину заехать. Это вообще какой-то нонсенс, я даже не могу представить себе этого. В МВД подробно ответили на вопросы касательно легализации иностранных авто. Нужно ли снимать с учета автомобиль в другой стране, где он зарегистрирован, и как узнать гражданам, снят с учета автомобиль или нет. Зачитываю так, как написано: автомобиль, представляемый для легализации, необходимо снять с учета. Только после этого вы сможете произвести его первичную регистрацию уже непосредственно в Казахстане. Это обычная процедура, которая действует в отношении автотранспорта, проходящего перерегистрацию внутри страны. Но тут есть небольшое пояснение, что гражданам не всегда нужно выезжать в страну, где автомобиль состоит на учете, и узнавать там, снят автомобиль с учета или нет. Тут также есть небольшая сноска, что прежние владельцы автомобилей после их продажи сами подают заявление и снимают с учета автомобиль. При этом факт снятия с учета автомобиля мы будем проверять дистанционно благодаря интеграционному воздействию, а в отдельных случаях направлять соответствующие запросы, уточнил мужчина по имени Алибек Кенеспаев, МВД. Когда я жил в Казахстане пару месяцев, я добавлялся в разные телеграм-каналы, и многие спрашивали конкретно этот вопрос. Что делать с автомобилем, привезенным из России? Вот вам, пожалуйста, ответ. Я, честно, вообще не понимаю в автотранспорте и все, что с этим связано. Далек я от машинного дела, но это ни о чем не говорит. Это не означает, что я не могу читать новости, сидя в России. Ребят, сегодня вот такой вот был выпуск, я надеюсь, он вам понравился. Я стараюсь поменьше прикалываться, когда зачитываю новости, стараюсь держать себя в рамках приличия. И вообще, мне интересны разные форматы. Опять же, я делаю эксперименты на своем влоговом канале. Боюсь я, что опять упадет монетизация, упадут просмотры. Но все это мне очень интересно. Я хочу делать разный контент. Иногда. Не всегда, но иногда. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, тоже ставьте лайки. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь своими новостями. Я вас всех люблю, целую и крепко обнимаю. Это были новости про Казахстан из России. От Виктора Самойлова. Всем пока!